Приветствую всех в нашем эфире. Итак, сегодня продолжим выпуск разбора и прогнозирования на картах. Карты у нас ангельские, архангельские, у нас карты высших учителей, а также рекомендации психоэмоциональные, какую занимать позицию более благоприятно. Вот. И сегодня это мой второй выпуск именно прогнозирования по картам, поэтому не совсем идеально, скажем так, настроена камера, но так, чтобы просто вам было видно расклад. И главное, я думаю, это суть, которая закладывается в моем видео, поэтому надеюсь, вам будет полезно. Пишите, пожалуйста, ваши отзывы, комментарии, ставьте лайки, если вам это понравилось, этот выпуск, если вам а, созвучны те рекомендации, которые я даю, и, соответственно, будем принимать трансляцию от высших божественных сил и постепенно с вами будем начинать. Итак, у нас, как и в прошлый раз, для тех, возможно, кто видел уже предыдущий выпуск, у нас есть несколько таких символов для выбора. Это 9 символов. Вы выберете свой символ, да, который вам наиболее соответствует, который вам более всего созвучен. Выберите, пожалуйста, один из символов, который будет соответствовать прогнозу для вас на 2024 год. Этот прогноз мы будем составлять достаточно глубоко, но объемно, но при этом, конечно, более такой краткой подачи, потому что, конечно, я считаю, что вся информация, она в натальных картах, да, в сочетании с транзитами, с солярами, с лунарами, то есть со всеми другими показателями астрологическими. Почему я так считаю? Потому что планеты, звезды, светила, они были до нас с вами, да, они были во времена динозавров и даже более ранее. Соответственно, это не вымышленные людьми какие-то символы, да, это не та же нумерология, хотя нумерологию я использую в своей консультации обязательно, но я считаю, что основой, базой все равно являются как раз вот астрономические показатели, астрологические показатели в натальной карте каждого человека. И, конечно, прогностика более четкая, более конкретная, более объемная, она будет исходить из консультации по вот как раз, которую я провожу, да, основываясь на астрологии, причем и астрологии западной, и ведической, а также астрологии китайской метафизики фэншуй, да, а также нумерологии, в принципе. Поэтому в сочетании с экстрасенсорикой, да, и считыванием информации по человеку, по его энергиям, по его ауре, по его чакрам, да, по фотографии, либо в личном присутствии. Это дает полную картину для понимания прогноза на какой-то определенный период времени. И карта- это такое, знаете, я называю это дополнение. Дополнение, которое описывает, причем неважно, какие карты, это могут быть и а, там другие, да, направления в картах. И это говорит о том, какое состояние у вас психоэмоциональное в данный момент. И карты выдают вам, соответственно, прогноз, да, либо описание вашего вот этого состояния, и что из этого состояния наиболее многовероятно должно произойти. Но если меняется психоэмоциональный фон человека, если меняется ментальное поле, да, то есть человек принимает другие решения, начинает работать со своими эмоциями,
реакциями, да, соответственно, со своим поведением, тогда и а, выбор, скажем так, событийности будет очень таким вариативным и будет меняться. Поэтому я рекомендую все-таки учитывать в своих каких-то планах, целях, стратегиях, если у вас есть это желание, учитывать больше прогноз индивидуальный, подчеркну, да, не общий, а индивидуальный в идеале. Для этого необходимо, конечно, обратиться к специалисту, либо вы можете написать мне в комментарии, да, и записаться ко мне. А, на консультацию. Соответственно, это будет более корректно и более четко поможет вам достичь успеха в ваших делах, в ваших задачах. Но так как это интересное направление, достаточно такое эзотеричное, мистическое, я думаю, можно периодически тоже прибегать к этим методам. И давайте с вами посмотрим, какие возможности у кого могут проявиться в 2024 году. Прогноз будет составлен на каждый месяц по картам и, соответственно, рекомендации тоже на каждый месяц, как себя позиционировать. Поэтому либо сохраняйте видео, либо запишите на листе отдельно бумаги, да, в блокноте свои показатели для того, чтобы всегда быть, как говорится, в курсе, да, и всегда помнить, знать, где и как лучше поступить наиболее гармонично для себя, да, и для окружающих. Почему 9 я выбираю? Потому что база, если мы возьмем даже ту же нумерологию, да, база у нас это 9 цифр. И у нас есть и 9 психотипов личностей, и девятка прослеживается как сакральное число во всех направлениях и религиозных, и геометрических сакральных структур. Поэтому я решила руководствоваться именно этой цифрой. То есть у вас будет достаточно большой выбор для того, чтобы выбрать свою позицию и, скажем так, соответствующую вашему психотипу, вашим нумерологическим, возможно, показателям. Вы можете ориентироваться, как вам удобно. Давайте будем начинать. Выберите, пожалуйста, один из предложенных психотипов, предложенных вариантов, и мы с вами будем приступать. Напомню, это у нас большой колокол, да? Символика — это такой маленький колокольчик, надо его на ниточку повесить. У нас есть также такая по типу друзы, м, красивый желтый такой вот насыщенный цвет. У нас есть также Ганеша, да, помогающий преодолевать препятствия. И у нас есть очень интересный мраморный такой вот а, брусочек. У нас также есть китайская монета, китайская фэншуйская монета. У нас есть также додекаэдр из горного хрусталя. Также у нас присутствует аметистовая меркаба, очень такая красивая фактически. Вот, и у нас есть розовый кварц, ангелочек, да, поэтому выберите то, что вам ближе, то, что соответствует вашей энергетике. И давайте будем приступать. Сегодня мы начнем, наверное, давайте с вами с ангелочка, да, с 9 позиции. Будем идти в обратном порядке сегодня. Итак, прошу вас расслабиться. Все, кто загадали 9 позицию ангелочка, прошу вас расслабиться, подумать о том, какой для вас приближается, точнее уже наступил 2024 год. Мы начнем показатели с февраля, да, то бишь с этого месяца. У нас здесь есть еще время до его завершения. Вы как раз можете тоже уже отследить, возможно, события какие-то уже произошли. И прошу, пожалуйста, показать нам наиболее понятным, открытым
образом информацию для всех участников, которые выбрали ангелочка, 9 позицию, показать будущее, а именно прогностику 2024 года по месяцам. Что будет происходить, наиболее главные события. Мы будем доставать по одной карте на каждый месяц. Главное ведущее событие, состояние, события в 2024 году на каждый месяц, начиная с февраля. Итак, приступим. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Ну что же, какая у вас ситуация в феврале? В феврале есть состояние настороженности, есть состояние ожидания какой-то опасности, есть состояние в предвкушении каких-то либо негативных людей, их проявления, да, либо негативных каких-то событий. Вы ожидаете какого-то подвоха в феврале. А, Либо этот подвох уже произошел, и вот это состояние настороженности так и осталось с вами. Давайте посмотрим рекомендацию на февраль от высших учителей для вас. Чем себя следует занять, да, на что следует сфокусироваться. Сфокусироваться следует на очищении. Очищение это мысли, очищение своего пространства, в котором вы живете, очищение себя, своего здоровья, своего физического тела на всех уровнях, да, очищение в своих взаимоотношениях с другими людьми. Возможно, есть токсичные отношения, абьюзивные и тому подобное. Соответственно, примите позицию скажем так, вычищения. То есть в начале года, это, кстати, очень классная практика, в начале года заняться очищением пространства для себя, для своей семьи, своего дома, да, во всех направлениях. Конечно, чем раньше ее сделать, тем более благоприятно, но в принципе это никогда не поздно, тем более февраль это реально только начало года. Вот, давайте посмотрим рекомендацию также для вас от архангелов на период февраля, на что сфокусироваться. Яснослышание. Прислушивайтесь к руководящим указаниям, которые дают вам другие люди и ваш внутренний голос. То есть начните слышать и слушать, кто и что вам говорит, и что вы чувствуете на уровне внутреннего своего голоса. То есть, что вы понимаете, является истинным для вас, да. Не закрывайте глаза на то, что говорят другие люди, возможно, о вас, либо же, что они пытаются вам донести. Постарайтесь услышать и отреагировать на их послание, да, или на послание своего внутреннего голоса. Давайте продолжим дальше. Теперь у нас март. В марте у вас благоприятный месяц, благоприятный период, когда есть возможность а, и заработка, и трудоустройства, и переезда, и открытия бизнеса. Учитывайте, что в марте у нас начинается затмение, и если вы хотите каких-то изменений в своей жизни, каких-то перемен глобальных, то, конечно же, период затмений помогает совершить эти перемены, но понимайте, что все перемены, которые происходят во время затмения, они происходят на минимум 9, 18, 19 лет вперед. Ну, округлим на 20 лет вперед. Соответственно, их будет очень сложно
изменить обратно, да, отменить, скажем так, обратно это решение. Поэтому будьте осознанны, но в принципе месяц март для вас очень благоприятный. И какая рекомендация для вас от высших учителей, на чем следует сконцентрироваться в марте? В марте пейте больше воды, находитесь больше у природы, а, бывайте больше у открытых водоемов, у открытых источников воды, океан, море, озеро, река. Ну, чем больше поток, тем лучше. Очищайте также свой организм через воду и старайтесь больше, ам, скажем так, следить за чистотой тех напитков и жидкостей, которые вы употребляете. Возможно, следует отказаться или пересмотреть какие-то фармацевтические препараты, которые вы принимаете, особенно если они содержат в себе жидкий вид. И рекомендация для вас на март, как сочетается хорошо, от архангелов — это природа. Отправляйтесь за город, подышите свежим воздухом и восстановите связь с природой, чтобы снять напряжение и стимулировать творческое мышление. В марте происходит весеннее равноденствие, в марте затмение. Первое, причем 25 марта, это лунное затмение, то есть психоэмоциональный фон очень-очень активен. И если мы учтем, что с марта, с 21 марта начинается новый астрологический аграрный Новый год, да, то по авестийской также астрологии Новый год начинается, тогда мы понимаем, что а, также с приходом весны, с приходом новых энергий Овен вступает в свои права с 21 марта, и, соответственно, энергия начинает прибывать все больше, и человек, конечно, реагирует, гормональный фон повышается, и эмоции начинают овладевать. И, соответственно, э, пить больше воды, пребывать чаще на природе — это как раз помогает гармонизировать а, себя и гармонизировать свою энергию. При этом всем чувствовать себя благоприятно, успешно и достигать своих желаемых результатов, учитывая все свои потребности. То есть прибыль или успех вас ожидает в марте, если вы будете учитывать сочетание, вот нормально поддержания своего организма с природными стихиями. Да. Давайте продолжим. Теперь мы поговорим про апрель. Апрель у вас период для, скажем так, определиться, период для того, чтобы определиться, где вы выбираете для себя жить, какие отношения вы для себя выбираете либо завершить, либо начать, но уже на полноценной, серьезной, да, ответственной основе. То есть это период, когда, во-первых, можно отдохнуть от постоянной беготни, от каких-то переездов, от каких-то метаний, исканий, а, где что можно улучшить, допустим, да, или изменить. И вот период апреля — это период для получения также результата за ваши последние проделанные года, возможно, там, в трудовой деятельности, либо во взаимоотношениях. А, Очень-очень хороший март у вас получается, и апрель, несмотря на затмение. В апреле у нас второе затмение — это солнечное затмение, которое дает как раз начало чего-то нового. Оно будет 8 апреля, поэтому, ну, учитывайте, у нас там еще Меркурий будет ретроградный, поэтому, возможно, начинать нового ничего не стоит. И по данной карте я бы не советовала ничего нового начинать, потому что она говорит о том, что это результат, это определенность, да, это получение какой-то для себя определенности во взаимоотношениях, либо же в карьере, либо в месте проживания, да, либо в выборе сферы деятельности и так далее. Давайте посмотрим для вас рекомендацию от высших учителей на апрель месяц. Да, слушайте. Слушайте ваш внутренний голос, что приходит вам на
уровне ваших мыслей, на уровне вашего внутреннего голоса, либо же то, что подсказывают вам специалисты, либо ваши близкие, согласно вашей ситуации, согласно вашего состояния. То есть в апреле старайтесь больше прислушиваться и к себе, к своему внутреннему голосу, и к советам, подсказкам от специалистов. Учитывайте, конечно, что когда вы задаете вопрос, м, в котором человек не разбирается, соответственно, он может дать некорректную для вас рекомендацию. Ну, вы не будете спрашивать у врача, как правильно выпечь там, допустим, хлеб на закваске и тому подобное. Вы пойдете к булочнику, к пекарю, да, и зададите ему этот вопрос. Либо же вы не будете задавать вопрос своей там подруге, родственнику, который не является, допустим, если это о взаимоотношениях или о там, допустим, выборе карьеры, карьерного направления, о, возможно, выборе спутника жизни. Вы не будете им задавать этот вопрос, потому что они не являются там психологом, да, они не могут вас сориентировать по а, насколько совместимы вы с этим человеком. Они скажут то, как они себя чувствуют, в основном, какое у них складывается впечатление от этого человека. Но надо понимать, что у всех людей есть какие-либо а, скажем так, показатели по совместимости. Неважно, совместимость между матерью и ребенком, совместимость между там, коллегами, да, совместимость между начальником и его подчиненным, совместимость между мужем и женой. То есть у всех друг с другом выходит какая-то совместимость, когда мы просматриваем натальные показатели. Соответственно, для кого-то этот человек будет благоприятен, а для другого он может быть совершенно, скажем так, а, другим, и человеком может восприниматься крайне сложно. Поэтому здесь важно прислушиваться к советам специалистов согласно того вопроса, который вас интересует. А, Рекомендация для вас от архангелов — ясномыслие. Ну, вот то, о чем я сейчас говорю. Да, обращайте внимание на посещающие вас мысли и идеи. Это ответы на ваши мысли, это ответы на ваши вопросы. А, Принимайте решения в апреле ясно, ясно осознавая их, а, и, получая ясные профессиональные ответы от, соответствующих, специалистов в ваших делах, в ваших вопросах. М, Давайте пойдем дальше. На май у вас, выпадает, достаточно такой, переживающий, такой, тревожный период, когда вы можете волноваться, вы можете быть таким достаточно, ну, не угрюмым, но вот состояние тяжести мыслей, состояние каких-то предчувствий негативных о событиях, о отношениях. Поэтому рекомендация для вас от высших учителей на май: действуйте немедленно. Не позволяйте вот этим мыслям вас съедать. Не позволяйте мыслям, вам, скажем так, создавать негативное настроение, включать в вас негативные эмоции. Если вы чувствуете какой-то негатив, тогда сразу же действуйте. Если мы знаем, например, по астрологии, да, что когда проявляется воздействие от Лилит, это черная луна, так называемая, ам, тогда как можно остановить? Она может проявляться в виде сплетен, в виде каких-то наговоров, в виде каких-то страхов. Необходимо сразу же просто задать вопрос, сразу же ам, включить свою осознанность и прояснить ситуацию. Не оставаться жить с этими мыслями, с этим состоянием и накручивать все больше и больше, а именно сразу же прояснить, чтобы не было вот этих вот тревог и переживаний.
И высшие учителя как раз и говорят вам: действуйте немедленно, не откладывайте ничего на потом в мае. Рекомендация от архангелов для вас — это ваши молитвы услышаны, сохраняйте веру и ждите ответа. Победа. То есть ваши действия принесут вам благоприятные на самом-то деле результаты, если вы будете действовать. Действовать и верить. А, Лучшее, не ориентируясь, не основываясь на вот эти негативные какие-то переживания или, стрессы, которые могут быть вызваны вообще внешними либо событиями, либо другими людьми. То есть это не ваше личное, скажем так, состояние. Давайте пойдем дальше. Июнь. Что у вас в июне? В июне благоприятно, более уже легкое состояние, то есть все-таки эти негативные мысли, они отойдут, вы правильно с ними распорядитесь, закроете их быстро, разрешите, и в основном в июне у вас благоприятное состояние, мечтательное. Возможно, вы будете думать о поездках, о путешествиях. Как раз это уже летний период, и здесь меньше стресса, здесь больше надежды, здесь вообще, в принципе, надежда, вера, мечты о благоприятных событиях в жизни. Для вас рекомендация от высших учителей на июнь — волна процветания. Вот по вашей вере, да, и дано вам будет. То есть, если вы хорошо справляетесь с майским негативным вот этим вот воздействием, а мы понимаем, что май — это еще месяц спустя после затмений, да, плюс спустя разворот Меркурия произойдет, и, соответственно, он пойдет в прямое движение, в директное. И все переживания какие-то, негативные какие-то мысли, события, они, сами могут даже с собой, скажем так, разойтись, но и не без вашего, конечно, усилия. И тогда у вас все благоприятно, все ваши мечты исполняются, у вас все очень, так достаточно радушно. И по доходам, и по финансам хорошие месяцы. И рекомендация для вас от архангелов на июнь месяц: вы в безопасности. Видите, волна процветания, и вы в безопасности. Архангел Михаил, я защищаю вас от негативной энергии и охраняю вас и ваших любимых, и ваш дом. А, Надежда, вера и любовь. 30 сентября празднуется этот праздник прекрасный, и это очень важно — уметь сохранить это состояние в себе. Но при этом июнь также благоприятен для вас, для дохода и заработка. Учитывайте это. Июль. У вас в июле либо влюбленность, либо вспыхивают чувства к партнеру, с которым вы сейчас вместе, либо это новая идея, которой вы загораетесь, да, в которой вы вдохновляетесь, и которая вас, скажем так, мотивирует на радость, на состояние доверия ко Вселенной. Для вас рекомендация на июль: примите на себя ответственность за ситуацию. То есть это, возможно, выбор партнера, возможно, принятие решения во вступление в брачный союз, возможно, давайте посмотрим рекомендацию от архангелов для вас на июль месяц. И здесь психолог. Вы прирожденный психолог, и многие люди получают пользу от советов и моральной поддержки. Примите ответственность за ситуацию и разберите ситуацию для себя самостоятельно по полочкам. Э, ну, я понимаю, что здесь касается взаимоотношений, да, больше. Июль — это про взаимоотношения, про любовь, про чувства. Возможно, очень многовероятно, это для кого-то брак, да, свадьба, для кого-то новая влюбленность и решиться вступить в долгосрочные отношения, да, серьезные. Для кого-то это начать действовать в своем деле, но, возможно, это дело подать более, скажем так, осознанно, принять для себя, разобрать для себя это дело осознанно, чтобы э,
достичь конкретных результатов, если это бизнес, да, или какое-то ваше начинание. А, Доверяйте и проявляйте любовь, принятие в этом месяце. Э, Дальше пойдем. У нас теперь август. Август, конечно, будьте осторожны. В августе, возможно, будут происходить события, связанные с завершением какой-то либо ситуации, либо каких-то отношений, либо завершение за счет либо вашего решения, либо же ваших там, партнеров, знакомых, друзей, кого касается ситуация, с кем вы чаще будете контактировать за весь этот период и, возможно, только в августе. Поэтому будьте четкими. В августе следует быть четкими, конкретными. В августе следует принимать решения быстро, достаточно уверенно. Вот как один раз отрезал, как говорится, 7 раз отмери, один раз отрежь. Вот это касается больше августа. Но это уже когда вы созрели, когда вы четко понимаете, что да, это решение правильное, я созрел к этому решению, я понимаю, что пора это все закончить. И здесь больше говорит о завершении. Август говорит о завершении какой-то ситуации. Причем ситуация может быть достаточно негативная. Но чем быстрее вы ее завершаете, тем легче вам двигаться, соответственно, дальше. Давайте посмотрим, какая рекомендация для вас от высших учителей на период августа. И здесь у нас найдите благодать в ситуации, в которую вы попали. Ну, ситуация, значит, м, событие наиболее главное для вас в августе может нести все-таки негативный характер, поэтому найти для себя, что хорошего в этом, да, определить для себя, что хорошего в этих отношениях или что хорошего в этой ситуации, которая произошла, или что хорошего было от этих действий, которые были совершены. Но при этом всем ситуацию, конечно, негативную необходимо завершать. И рекомендация от архангелов для вас — фаза Луны. Обратите внимание на то, как фаза Луны влияет на вашу энергию и достижения. Используйте это в своих интересах. Постарайтесь руководствоваться не эмоциональным фоном, то есть не своими эмоциями в августе. Будьте более хладнокровны, более четки в своих действиях, когда вы принимаете решение на завершение чего-то. Потому что фазы Луны — это то, что ты посеешь, соответственно, что ты и пожнешь, но это также и повышенный психоэмоциональный фон, либо же пониженный. Но как раз периоды полнолуний, периоды новолуний, когда либо же энергии с убытком, точнее с достатком, да, либо энергии в убыток. И периоды новолуния всегда, в принципе, сейчас я не могу сказать, что только женщины реагируют на изменения Луны. Я даже скажу, что мужчины 100% уже реагируют на изменения Луны, на ее переходы по знакам, на ее аспекты с разными планетами, да, и также на полнолуние и новолуние. Раньше, например, мужчины больше проявляли себя, возможно, взвинченно или как-то негативно в период новолуний, вот, а женщины проявляли чаще себя более эмоционально, как-то с какими-то всплесками эмоциональными, да, на периоды полнолуний. Но вот сейчас я скажу, что и женщины, и мужчины проявляют себя м, как раз соответствующе. М, Негативный фон, такой вот, знаете, нуждающийся в допинге дополнительной энергии, имеется в виду, период новолуния. И здесь человек может проявлять, какую-то агрессию, может проявлять, какую-то такую, скажем так, допытливость, или же, какой-то такой вот придирчивость, да. И, это в основном происходит в период новолуния из-за нехватка энергии, в принципе, да, по лунному, циклу.
А если говорить на полнолуние, то эмоции зашкаливают, страсти накипели, соответственно, у кого что насобиралось за предыдущие 2 недели, тот то и проявляет. Поэтому старайтесь первые 2 недели максимально заниматься чем-то, что вы хотите, чтобы в этом приумножалось. То есть, вы хотите заработать денег, тогда, ищите, сферы, где вы можете их заработать, да, и действуйте соответственно. Вы хотите, наладить взаимоотношения, старайтесь общаться больше, договариваться, рассказывать о своих чувствах, о своей позиции на как раз растущей луне. С приходом полнолуния вы получите полноценный, как говорится, результат, картину, по, взаимоотношениям и так далее. Давайте перейдем дальше. Я так думаю, что я разделю эти, у нас уже полчаса ушло только на первый прогноз, а у нас их 9. Я, наверное, разделю на несколько частей этот выпуск. Итак, дальше у нас сентябрь. У вас, в сентябре удача, все будет хорошо, развеются все тучи, все переживания. Как мы видим дальше, в принципе, к концу года в основном все показатели очень благоприятные, то есть начиная с сентября выравнивается, удача, выравнивается энергия, выравнивается, в принципе, все ваши начинания или ваши действия дают вам благоприятные результаты. Давайте посмотрим рекомендации на сентябрь от высших учителей для вас. Поощряйте себя, то есть мотивация, все, что поощряет вас к вашим, достижениям ваших целей, ваших планов, за все ваши заслуги, благодарите себя, потому что если бы не вы, этого ничего бы не было. И, конечно же, за, все, что есть в вашей жизни, поблагодарите себя, Бога, Творца и, ангелов, архангелов, которые оберегают вас, и старайтесь поддерживать себя в любой ситуации, которая происходит, понимая, что вы живой человек и, вы можете ошибаться, но, конечно, когда вы понимаете это, вы понимаете, что ошибку можно исправить и в следующее время, да, в будущем получать совершенно другой результат. Итак, рекомендация для вас от архангелов на а, сентябрь, яснослышание. Прислушивайтесь к руководящим указаниям, которые дают вам другие люди и ваш внутренний голос. Прислушивайтесь, поощряйте себя, поддерживайте. И, в принципе, месяц сентябрь очень-очень удачливый. Можно играть в лотерею, можно заключать сделки. Но помните, что в конце сентября, 18 числа, у нас первое затмение лунное, и следующее будет в начале октября. 2, по-моему, по-моему, 2. Вот, и, соответственно, это также период, перемен, да, изменений. Их можно закладывать, особенно если у вас такие хорошие показатели. Давайте дальше. Октябрь. Октябрь, удача, подарки, успех, благополучие. У вас все хорошо получается. Рекомендация для вас. В октябре вы будете, да, скажите "да". У вас есть поддержка, защита от, Ганеши как раз. И вы можете сказать, всем предложениям, которые будут поступать в октябре, "да". Но смотрите, конечно, чтобы эти люди, с которыми вы общаетесь, чтобы они были вам знакомы, да. Но, все получается хорошо, и на все ваши вопросы, на все ваши потребности будет благоприятный ответ, в, октябре. Рекомендация для вас от архангелов на октябрь. Это октябрь у нас? Да, ноябрь, декабрь, да, октябрь. А, да, все хорошо, все хорошо. Архангел Иеремил говорит: все происходит так, как и было назначено, со скрытой благодатью. Скоро вы это поймете. То есть у вас очень, отличное завершение года, в принципе, выпадает по всем направлениям. Ноябрь.
в ноябре произойдет какая-то ключевая ситуация, которая влияет на вашу жизнь, которая является ведущей в вашей жизни. То есть либо ситуация, которая как-то повернет вашу жизнь, откроет перед вами совершенно новые двери, новые дороги, пути, да, возможности, либо же появится человек ключевой, да, в этот период, и либо же вы примете очень важные, главные, ключевые для себя какие-то решения в ноябре, которые могут привести к очень благоприятному результату в декабре, соответственно. Давайте посмотрим на ноябрь рекомендацию от высших учителей для вас. Это рекомендация. Выберите спокойствие. Да. Спокойно принимайте решения в ноябре. Спокойно, размеренно, осознанно. И рекомендация от архангелов: не переживайте, да, учитесь и учите. Откройте свой разум и внимайте новым идеям, а потом учите других тому, что постигли сами. Ну, то есть вы откроете совершенно новые двери, новые возможности откроются у вас в ноябре, и либо вы сможете чему-то научиться, либо уже пора передавать свои знания. Передача своих знаний сейчас гораздо легче может происходить, как минимум посредством соцсетей, да, и вы можете делиться своими знаниями, вы можете преподавать, вы можете приглашать к себе в свою школу, если у вас есть, да, либо открыть свою школу. Вот, и, в принципе, делиться мудростью, которую вы поняли, осознали за свою жизнь. Вот в ноябре у вас происходят ключевые события с новым, выходом, с новым, скажем так, развитием вашей жизни. Новый этап начинается. Ну, мы понимаем, что, конечно, 2004 год, 2025 год, 2024, простите, и 2025 — это года трамплины, особенно начиная вот с 24-го. Это года трамплины, когда, во-первых, повышен очень сильно солнечная активность, и, соответственно, энергии, выброса энергии очень идет большое количество, и здесь есть возможность охватить новые позиции, новые социальные статусы, есть возможность охватить совершенно новые горизонты в своей жизни. Здесь зависит, конечно, все от вас. Вы приложите к этому усилия или нет. Вообще, по вашему году, если так посмотреть, у вас в основном идет благоприятные показатели. Не тревожьтесь, не будьте, скажем, не доверяйте всем подряд, да. А, Также будьте аккуратны со своими мыслями, которые могут вас дестабилизировать. Ну, мы говорим про негативные мысли. Старайтесь на них, скажем так, их сразу же останавливать и трансформировать, включать позитивный образ мышления. И отсекайте от себя все, что уже устарело, все, что вас отягощает, все, что не дает вам развития. И действуйте. У вас очень хороший год и для заработка, и для развития новых отношений, и даже для создания своей семьи. И, либо новой, либо упрочнения, взаимоотношений с новыми партнерами, возможно, в бизнесе, либо новые коллаборации. То есть у вас как раз в декабре хороший показатель либо же на вот создание нового союза в партнерстве, либо в личной жизни, либо в бизнесе, да, либо во взаимоотношениях возможно, новые друзья, возможно, новые сделки. Рекомендация для вас от высших учителей на декабрь. а, Благоприятные перемены. Ну, конечно, когда ключ у вас в кармане, тогда жди благоприятных перемен. А, Год, который может вывести вас на совершенно новый уровень. Действуйте, главное действуйте, не ждите, что все само по себе, как говорится, придет. Бог, высшие силы дают энергию, дают эту жизнь, точнее, а как вы распорядитесь этой
жизнью и той энергией, которую вы получили, зависит от вас. Если энергии недостаточно, вы можете ее восполнить через энергетические практики, либо самостоятельно, либо можете ко мне на сеансы чисток записаться. И у вас главный ресурс это время, который не восполнить никак. И здесь все зависит от вас, потому что год для вас очень благоприятен. Э, Рекомендация для вас от архангелов — мир, да. Мир наступает тогда, когда вы понимаете, что реально только любовь. Когда вы перестаете бороться, когда вы перестаете соперничать, когда вы перестаете конкурировать, когда перестаете проявлять какую-то зависть, алчность и тому подобное, когда вы принимаете мир таким, какой он есть, когда вы проявляете любовь, а любовь — это принятие. Принятие и, скажем так, не попытка изменить а, другого человека, да, либо как-то без его воли, тем более. Вот, поэтому старайтесь выбрать в этом году для себя позитивный настрой и действовать по своим целям, по своим задачам. Цели, задачи, конечно, лучше составлять более тщательно, на длительный период. Это тоже можно сделать посредством, вот если хотите, у меня есть вебинары, выпуски, видеоуроки как раз на тему, как оседлать дракона 2024 и достичь своих целей. Также есть отдельно вебинары по целям, по достижению целей, вот, и бизнес-интенсивы, такие тренинги, интенсивы, лайф-коучинги, которыми мы прописываем идеально, полностью, детально всю стратегию, как действовать, в каком направлении, какой период. Можете на эти вот как раз тоже направления записаться, либо самостоятельно, но у вас очень хороший год. И давайте посмотрим рекомендацию для вас, такую по психоэмоциональному фону на весь год, какую выбрать позицию. Ну да, позиция, на что я трачу драгоценные песчинки своей жизни. Время. Вот я сказала об этом, вот оно как раз откликается. Время — это единственный ресурс, который не восполним никем. Энергию восполнить еще как-то более или менее возможно, но все равно это второй наиболее драгоценнейший ресурс, потому что без энергии не будет работы, не будет здоровья, не будет взаимоотношений, ничего. Но энергию восстановить можно через энергетические практики. Но также надо понимать, что когда ты восстанавливаешь энергию и тебе 20, или тебе 40, или тебе 60, это не одно и то же. То есть уже время, скажем так, прошло. Поэтому никогда не упускайте время. Действуйте согласно стратегии своей жизни, согласно своих предназначений. Такой был прогноз для вас на 2024 год помесячно. И мы перейдем сейчас к второму показателю, к второму символу и отметим, значит, отметим мы тайм-код. Тайм-код для второго. Благодарю за то, что смотрели. Поставьте, пожалуйста, лайки, если вам понравилось и было полезно, и было созвучно с вашими ситуациями. Напишите комментарии, насколько было благоприятно. Вот. Возможно, есть какие-то идеи, предложения, но будьте, пожалуйста, этичны, толерантны в своих комментариях, потому что я воспринимать буду только толерантные, этичные и корректные, скажем так, конструктивные комментарии. Да? Вот. Все остальные благодарю за, скажем так, продвижение канала через популярность и рейтинг, через любые виды. Как говорится, плохой рекламы не бывает, реклама не бывает плохой. Вот, давайте пойдем дальше. Итак, сейчас у нас тайм-код для следующей группы 49, 20. 49-20, и мы начинаем. Для группы, кто выбрал аметистовую меркаву.
Вот, м, для вас прогноз на 2024 год на каждый месяц. А, на каждый месяц. Я, конечно, советую прослушать, наверное, все-таки и описание для первого прогноза, потому что там даю очень много информации и по году, в принципе, тоже, по тенденциям. И, в принципе, полезные, мудрые такие, скажем так, понимания, понятия жизни, да. А, и вот я бы советовала просмотреть еще выпуск предыдущий, потому что, конечно, повторяться я уже, возможно, не буду. Хотя буду смотреть по ходу, что идет. И вот по месяцам мы будем с вами смотреть сейчас выпуск прогноза на каждый месяц для вас по главному событию на каждый месяц. И также рекомендация от высших учителей, от архангелов, какую позицию следует занимать, да, в каждом месяце. И что, прошу показать наиболее гармоничным, открытым и понятным образом для второй группы участников, точнее для восьмой группы участников, которые выбрали аметистовую Меркабу. Прогноз по месяцам на 2024 год, начиная с февраля месяца. Так, давайте приступим. Итак, у нас февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Правильно? Да, да. Вроде у нас все правильно, да. Ну, интересно, год начинается в феврале у вас очень благоприятно. У вас появляются, несмотря на достаточно сложные показатели февральские, а, у вас появляется новый союз, у вас появляется новое предложение. Это предложение может быть о работе, это предложение о новых взаимоотношениях, о начале новых взаимоотношений с любимым человеком. Возможно, у кого-то свадьба, возможно, у кого-то появление каких-то новых обязательств, либо какие-то новые документы, которые вами подписываются в феврале. Период очень хороший, и рекомендация для вас в феврале от высших учителей. Уединитесь на природе. Чаще старайтесь бывать на природе. Возможно, это более благоприятное, более такое расслабляющее, умиротворяющее место. Возможно, вы бы могли хотя бы попробовать выращивать растения у себя дома, да, высаживать цветы, зелень, если хотите. Как раз зимний период сейчас зелени свежей и без всяких добавок, скажем так, ее не так много, поэтому можно вырастить у себя на подоконнике, на балконе у себя где-нибудь, да, вырастить хорошие, приятные, такие полезные микрозелень. Можно вырастить, в принципе, даже овощи, можно цветы высадить, или же проще, чаще просто бывать на природе. Это поможет вам гармонизировать себя. И рекомендация от архангелов для вас на февраль 24 года — это преодоление трудностей. Худшее для вас теперь позади, все прежние преграды преодолены. Ну, учитывая э, первую карту, мы понимаем, что заключение новых союзов, подписание новых благоприятных, благополучных документов — это документы покупки, рождения, документы, допустим, новых коллабораций, новых контрактов каких-то, да, это все новое начинание, благоприятное, и все трудности, которые были ранее, они преодолены, поэтому создайте благоприятную природу, атмосферу для себя, начиная вот уже с февраля месяца. Тем более у нас сейчас еще продолжается растущая луна. Для тех, кто будет смотреть в другой период, также советую учитывайте лунные циклы.
выращивать растения гораздо легче на растущей Луне. Вот. Но и полнолуние период тоже еще достаточно активной, бурной энергии, поэтому это тоже можно делать и в периоды полнолуния, и даже после. И март у вас улов, у вас добыча, в марте у вас есть возможность заработать, в марте у вас есть возможность путешествий, исполнить свою мечту, у вас есть возможность получить какую-то прибыль, либо устроиться на работу, на новое место рабочее, да, более, скажем так, финансово удачное для вас, либо же вообще, в принципе, удача в марте у вас есть. Учитывайте, что в марте у нас затмение, повторю, да, и да, наверное, буду я повторять. Значит, в марте у нас затмение, 25 марта. И это период перемен, изменений. И, конечно же, если у вас есть какие-то планы, то у вас эти планы увенчаются успехом, и на, скажем так, волне перемен можно, которая идет от природы, да, от стихий, от ам, космических потоков энергии. Соответственно, все будет получаться и складываться удачно. Рекомендации для вас от высших учителей на март месяц. Ам, Очищение. Да, поддерживайте в чистоте ваше пространство, ваше сознание, ваши мысли, ваши взаимоотношения, ваше тело, ваше здоровье. Поддерживайте на всех нужных уровнях. Ваши энергетические тела, конечно, сеансы очистительные, например, сеансы чисток, которые я провожу здесь, вот прямым текстом подходят. Также для вас, рекомендация от архангелов на март месяц. Это у вас, упала карта, у вас выпадает, энергия страсти. Страсти. И доверяйте, исследуйте своей новой страсти в любви и карьере. Ну, вот как раз все новшества, которые вы начинаете, и они уже начинаются с февраля, постепенно они будут увенчиваться успехом, у вас все будет благоприятно складываться. Перейдем к следующему месяцу. У вас апрель. Апрель, ждите подарков, ждите благоприятных стечений обстоятельств, доверяйте. Опять же таки, помните, в апреле у нас второе затмение, в марте это лунное затмение 25 марта, в апреле у нас 8 апреля солнечное, и это о каких-то начинаниях, и, соответственно, а, доверяй, но проверяй. Помните, что доверяйте, общайтесь, контактируйте с более знакомыми для вас людьми, ну и принимайте подарки судьбы в апреле месяце. Рекомендации для вас на апрель от высших учителей. Слушайте свое сердце. Доверяйте и слушайте свое сердце. Оно подскажет вам истинность ситуации. И, а, конечно же, доверяя и слушая свое сердце, доверяя своему сердцу, вы легче принимаете благоприятные, счастливые подарки судьбы от высших сил, от Бога. И для вас рекомендация от архангелов. Дети индиго, у вас есть дар работы с детьми, вы можете оказать помощь особо чувствительным детям, либо же у вас будут какие-то взаимоотношения в апреле с детьми, у кого-то, возможно, рождение детей, у кого-то зачатие, беременность, да, возможно, а у кого-то появятся новые знакомые, друзья, у которых есть детки, либо же у вас появится деятельность, работа, связанная с детьми, да, либо же позаботьтесь о своем внутреннем ребенке и постарайтесь также слушать свое сердце и поддержать себя, потому что ваш внутренний ребенок также, возможно, а, нуждается, в принципе, всегда нуждается в поддержке вашей же для благоприятного самочувствования, для гармоничного самочувствования. Пойдем дальше. Май. Май, судьбоносная какая-то ситуация у вас произойдет, судьбоносная кармическая ситуация. Понимаете, что в апреле у нас ретроградный Меркурий, то есть то, что будет заложено
в марте и в апреле, будет давать свои плоды в мае. Поэтому смотрите, что вы закладываете, да, какие события вы, с кем отношения вы развиваете, в каком ключе, и будет для вас тогда понятно, каких событий ожидать в мае. Но это что-то судьбоносное, очень важное и кармическое, да, то есть это причинно-следственные связи, это то, что накопилось, созрела ситуация за какой-то период времени, либо текущей жизни, либо даже реинкарнационных предыдущих воплощений. Вот. И давайте посмотрим рекомендацию для вас на май от высших учителей. И у вас отпустите ситуацию. Возможно, какая-то ситуация, вы слишком много над ней, скажем так, работали, да, либо вы слишком много гиперусердствовали над реализацией какого-то вопроса, каких-то задач, и они могли не сдвигаться, допустим, с места, да, длительное время. Постарайтесь э, отпустить, потому что даже если мы говорим про мечты, про желания, есть важный такой нюанс, когда вы загадываете желание, что захотеть, да, включить вот эту энергию, но при этом всем отпустить, уметь отпустить ситуацию, не удерживать ее гипер своим усилием, что только так должно реализоваться и никак иначе. Потому что у Вселенной есть огромное количество вариантов для реализации ваших мечт и вообще понимание, что для вас, для вашей души будет более гармоничным и для плана этой жизни наиболее продуктивным, либо же счастливым, да, для свершений. Давайте посмотрим рекомендацию для вас от архангелов. И здесь чувствительность. Сейчас вы обладаете особой энергетической и эмоциональной чувствительностью. Уважайте себя и свои чувства. Вот для вас подсказка в мае. Во-первых, отпустите ситуацию. Ситуация кармическая. Отпустите ситуацию. Не старайтесь ее продавить через силу. Да? И обращайте внимание на свои чувства. Уважайте себя и свои чувства, и свои потребности. Не закрывайте на это глаза и старайтесь согласно этого и действовать. Идем дальше. Июнь. Июнь у вас хороший период, хорошее время, когда есть возможность позагорать, есть возможность отдохнуть, есть возможность начать какие-то ваши планы, цели, какие-то ваши стартапы, возможно, проекты. Все будет увенчиваться удачей, успехом. У нас в июне летнее солнцестояние, то есть солнце на своем максимуме, да, и, соответственно, пик и максимум солнечной энергии будет приходить к вам в течение всего июня и поддерживать вас во всех делах здоровья. Все будет благоприятно в июне. Какая рекомендация для вас на июнь от высших учителей? А, Предложение мира, да, то есть займите в любой ситуации, в какой бы вы ни находились еще в мае, предложите и сами выберите мирную позицию. Не позицию борьбы, агрессии, сопротивления, а позицию мира. Мира и понимание, что в этом мире есть разные проявления, да, и э, большое количество частиц, которые составляют этот мир, да, но мир объемен, он э, един, как и организм человека, как тело человека. Оно объемно, оно цельно, но при этом всем состоит из большого количества разных частиц, да, разных клеточек. И в нем присутствуют клетки всего, да, всего фактически мира снаружи. Соответственно, примите все, что вот входит в ситуацию майскую, и выберите мирную для себя позицию. Ну, то есть в природе, например, я такой пример приведу, в природе существуют разные виды
животных, млекопитающих, да. Например, в природе существуют птицы, есть орлы и есть воробьи, да. И они принимают друг друга, что они есть в этом мире. Никто, не пытается как-то это, скажем так, убрать, искоренить, и тому подобное. Поэтому займите вот такую вот мирную позицию и предложите, возможно, в этой ситуации позицию мирную, тем оппонентам, с которыми вы, встретились, да, в этот период мая. Но период июня вам дает зеленый свет. Выберите лидерство. Это рекомендация для вас от архангелов. То есть настало время занять высокий пост и с любовью руководить людьми. Об этом говорит все карты, которые выпадают вам на июнь месяц. У вас есть сила лидера, у вас есть сила Солнца, это руководящая позиция, это руководящая позиция даже во взаимоотношениях, когда вы предлагаете, вы стартуете, лидируете, вы предлагаете мир и проявляете, скажем так, осознанность, да, в какой-либо ситуации. Июль. Июль для вас период отдыха, период уверенности в себе, период а, также отпуск может происходить, да, в июле. Период, когда можно замедлиться, когда можно отдышаться, когда можно просто насладиться местом, где вы живете, своим домом, отношениями, да, с близкими людьми. Очень хороший период для вас. Это июль такой более гармоничный, спокойный, размеренный, уверенный, да, то есть здесь, в принципе, для кого-то, возможно, найдется постоянное место жительства, либо вы определитесь во взаимоотношениях, что вот с этим человеком мне по пути, и я буду двигаться дальше, то есть я принимаю этого человека, да, или принимаю его предложение, там, допустим, это предложение о женитьбе или о замужестве, или же о партнерстве, либо же выбор нового места для жительства, да, страны, города, места, дома. Вот. Давайте посмотрим для вас рекомендацию от от высших учителей. Для вас выпадает «Выдайте секрет». Интересно, в июле отпустите все секреты, перестаньте удерживать все то, что вы старались либо сами спрятать от кого-то, либо просто знали об этих секретах. Выдайте их, и пусть они вас не тревожат и, скажем так, не отягощают. И рекомендация от архангелов для вас — это расправьте крылья. Перестаньте сдерживать себя. Время пришло, вы готовы расправить крылья и воспарить. То есть это период уверенности, период, опять же, продолжения периода лидерства, период освобождения от уз прошлого. Вот, какими бы они ни были, вы можете принимать решения таким образом в июле. Итак, перейдем к августу. Август — любовь, август — хорошее, благоприятное стечение жизни, стечение обстоятельств, взаимоотношения очень гармоничные, благоприятные для вас выпадают в августе. И, возможно, вы, если не в июле, так, возможно, в августе вы примете решение о союзе, да, если это не было заключено еще в феврале. Либо же просто наслаждение друг другом, наслаждение близкими отношениями с любимым человеком. А, Романтические отношения, рекомендации для вас от высших учителей. Слушайте свое сердце. Ну, тут сердце, про сердце по всем картам просто дублируется. Слушайте свое сердце, тут даже добавить больше нечего. В августе рекомендация также от архангелов. Помните, кто вы. Вы полная силы, любви и творческой энергии Дитя Божье. Вы горячо любимы. Любовь, любовь и еще раз любовь. Август — благоприятный месяц для всех любовных каких-то отношений, даже принятие себя и проявление любви к самому себе, к Богу.
и к своим любимым, близким людям и живым существам. Вот, давайте перейдем тогда к сентябрю. Сентябрь у вас, вы на виду. Сентябрь у вас выход в свет. Вы более социально будете проводить время. Вас будет видно, люди будут о вас говорить или видеть, или знать вас. Либо вы будете очень много контактировать с другими людьми. В принципе, вы будете чаще находиться в обществе, и это будет для вас благоприятно и удачно. Планируйте, возможно, какие-то для себя мероприятия, подобные на сентябрь. Рекомендация для вас от высших учителей: примите на себя ответственность за ситуацию. Это и вот если вы чего-то хотите, допустим, вы хотите концерт, посетить какой-то концерт, и вы ждете, что это кто-то должен для вас организовать. Так вот, займитесь этим вопросом самостоятельно, организуйте билеты, место найдите, где это будет проходить, займитесь самоорганизацией и организацией данного мероприятия. Это такой пример поверхностный, но, возможно, тоже будет для вас актуален. Чего-то бы вам хотелось, вот, связанное с выходом в свет, связанное с обществом, с общественной деятельностью какой-то, да, с коммуникациями активными. Вот, пожалуйста, для этого благоприятен сентябрь, но при всем надо занять лидирующую позицию, то есть взять ситуацию в свои руки. Рекомендация для вас от архангелов: кристально чистое намерение. Ясно сознавайте собственные желания и будьте непоколебимы в своей вере. Как интересно. А, с ясностью понимания своих намерений и с коррекцией, возможно, своих намерений. А, если они если в ваших намерениях заложен какой-то негативный, посыл, то учитывайте, старайтесь, либо манипуляционный посыл, да, старайтесь это искоренить и проявить чистоту ваших намерений. И, конечно, если вы ставите перед собой намерение, вы достигаете, то есть вы принимаете ответственность за ситуацию на себя. Даже ситуация, связанная с общественностью, возможно, да, какой-то. А, Помните, что в сентябре, 18 сентября у нас первое лунное затмение. Это второй коридор затмений, и, 2 затмение будет в октябре. Насколько я помню, 2, но надо это перепроверить. А, вот, и давайте перейдем к октябрю. Октябрь — домашний спокойный период. Октябрь, у вас может появиться друг какой-то надежный человек. Вы можете просто чувствовать себя такой более домашний, а, период отдыха, каких-то просто обычных домашних таких рутинных дел, которые тоже требуют вашего внимания и которыми вам будет очень успешно, гармонично и радостно заниматься. Вы будете чувствовать свое удовлетворение. То есть после, скажем так, активности, социальной активности в сентябре, в октябре вы захотите отдохнуть, и вы будете отдыхать в уюте своего дома, да, в уюте своих близких. Рекомендация для вас от высших учителей: выберите спокойствие. Ну, это вот соответствует октябрю для вас. Кстати, интересно, что здесь выпала собака по а, китайскому календарю. Октябрь как раз это месяц собаки. Очень-очень подходит. Выберите спокойствие, будьте расслаблены в любой ситуации в октябре. Все благоприятно будет для вас складываться. Рекомендация от архангелов — это божественный порядок. Все так, как должно быть. Смотрите сквозь иллюзии и увидите порядок, лежащий в основе всего сущего. То есть все, что происходит, даже если вы замедлились, в октябре и для вас это непривычно, это не есть негативно. Дайте возможность отдышаться, передохнуть, заняться тоже бытовыми какими-то вопросами, задачами. И, не витайте в облаках, а будьте более, скажем так,
приземленными, что ли, да, то есть заниматься делами насущными в октябре будет для вас актуально. И понимайте, что всему свое время, в этом проявляется также божественный порядок всего сущего. А, Ноябрь. Ноябрь у вас переезды, у вас поездки. У вас поездки благоприятные, у вас пополнение, изменения, возможно, в семье, возможно, какие-то переезды для нового места жительства, а, возможно, путешествия, возможно, это поездки к родственникам, либо родственники приедут к вам. И рекомендация для вас от высших учителей на ноябрь — это уравновесьте карьеру и личную жизнь. Ну да, если у вас очень активный год, такой карьерно насыщенный, в принципе, или по взаимоотношениям насыщенный, тоже так очень прослеживается по взаимоотношениям, то надо успевать заниматься и карьерой, да, возможно, это командировки как раз в ноябре, и карьерой, и семейной жизнью. Возможно, необходимо посетить близких, родственников, либо своих, либо вашего партнера, и это будет также благоприятно для вас. Давайте посмотрим дальше расклад и рекомендации для вас от архангелов на ноябрь месяц. Терпение. Да, терпение. Ваши мечты исполняются быстрее, чем вы думаете, и все-таки они нуждаются в вашей поддержке и терпении. Не пытайтесь, скажем так, гиперусердствовать и форсировать события, если они нуждаются еще в дополнительном каком-то а, проявлении либо труда, либо времени, либо созревания, да, то есть у каждой ситуации есть свой срок реализации. И декабрь. Декабрь благоприятно. В принципе, у вас весь месяц, весь год в основном очень благоприятные показатели. Единственное, что будет судьбоносное событие, получается, в мае, но оно может быть тоже также благоприятным. И вот в декабре также обратите внимание на ваше здоровье, будьте аккуратны. У нас в декабре, в конце декабря разворачивается Марс в ретро-движение, и, соответственно, год начнется с ретро-Марса. В начале декабря у нас будет ретро Меркурий, то есть последить за своим здоровьем, возможно, сдать анализы, но если сдавать анализы, то лучше после 15 декабря, когда Меркурий развернется уже в прямое движение, да, и поддерживать свою физическое свое здоровье, свою силу, свою энергию через спортивные, возможно, нагрузки, энергетические, более щадящий режим питания. Старайтесь укреплять себя в декабре, не поддаваться интоксикации. И рекомендации для вас от высших учителей на декабрь — это выдайте секрет, выдайте секрет. Возможно, есть какой-то секрет, связанный с вашим родом, да, с вашей семьей. Возможно, есть какой-то секрет по здоровью. Возможно, вы храните какой-то секрет, либо вам кто-то поведал секрет. И ваша, конечно, задача постараться выдать и не сдерживать в себе никакие тайны. Чем меньше каких-то таких вот тайн в отношениях особенно, тем легче выстраиваются и тем корректнее выстраиваются эти взаимоотношения. Итак, для вас рекомендация от архангелов на декабрь 2024 года — это учитесь и учите. Откройте свой разум и внимайте новым идеям, а потом учите других тому, что постигли сами. Передавайте знания, возможно, передавайте знания по своему родовому древу, по своим потомкам, да, по своим родственникам. Рассказывайте те знания, которые вы освоили. Возможно, это знания, связанные также со сферой здоровья. Либо, в принципе, вы можете передавать вот накопившуюся информацию, которая была уже созрела у вас к этому
времени. И рекомендация для вас такая по психоэмоциональному фону на 24 год, на весь 24 год, о чем следует помнить, знать. Для вас приходится очень интересно, какие грани и смыслы еще не раскрыты во мне. То есть как, кристалл, как, а, а, камень, да, он многогранен, в нем может быть очень много разных проявлений, так и человек, у него может быть много разных талантов, и человек не обязательно должен заниматься только какой-то одной деятельностью и быть талантлив только в чем то одном. На самом деле мы многогранны, и, вы можете развивать себя во всех направлениях, которые вас интересуют. Такой был прогноз для вас на 2024 год по месяцам. Я благодарю вас за просмотр. Пожалуйста, оставляйте ваши лайки, а, если вам было созвучно, понятно и, полезно данный выпуск. А также, а, напишите ваши комментарии. А, Пожалуйста, будьте толерантны и этичны в своих комментариях. Благодарю за ваше время. И мы переходим сейчас к третьей, точнее, к седьмой группе, да, и мы запишем наш тайм-код. Это, для третьей группы получается минута, час, точнее, 21. Вот. И для вас, для всех, кто выбрал, горный хрусталь, додекаэдр горного хрусталя, давайте посмотрим для вас. Прогноз на 2024 год. Я добавлю нам, наверное, давайте освещение вот так вот. У меня вечереет, и мы посмотрим с вами, что, какие главные события будут происходить у вас в 2024 году помесячно, да, то есть на каждый месяц мы посмотрим, какое главное событие будет происходить. Прошу показать наиболее гармоничным, открытым образом рекомендации и главные события 2024 года для седьмой группы, которая выбрала хрустальный додекаэдр горного хрусталя, а, показать наиболее понятным, гармоничным образом прогноз на каждый месяц, здесь и сейчас. Итак, мы начнем с вами с февраля. Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Какой хороший прогноз. Уже сразу чувствуется. Вот, давайте пойдем поэтапно. Итак, для всех, кто выбрал горный хрусталь, для вас февраль, вы как раз можете уже отследить, это период любви, влюбленности, период сердечный такой, период, возможно, меланхоличный, когда можно а, сблизиться со своим любимым человеком, да, с близким человеком. И вообще, в принципе, период благоприятный для проявления любви. Мы знаем, что Марс с Венерой у нас сейчас как раз в соединении четком, когда мы делаем с вами этот выпуск. То есть это мужчина и женщина в любовных, благоприятных таких отношениях. Они, конечно, идут по Водолею, это немножечко стихийно так происходит, неожиданно, но достаточно полюбовно. И все равно разрешение любовное такое в любых ситуациях между мужчинами и женщинами, в любых парах, в любом партнерстве можно найти. Давайте посмотрим рекомендацию для вас от высших учителей на февраль месяц. Итак, настойчивость. Будьте настойчивы, уверены в себе. Если вы хотите предложить руку и сердце, делайте. У вас очень хороший год будет и хорошие будут показатели. Но здесь много показателей на союз, на любовь, на взаимоотношения, на создание семьи. Вот, причем с выбором даже. Итак, рекомендация для вас от архангелов на
Февраль 2024 года. Воспитание, настойчивость и воспитание. Какое интересное сочетание. Воспитывая ребенка, вы одновременно воспитываете и своего внутреннего ребенка. Сейчас для вас очень важно и то, и другое. Будьте заботливы, когда вы проявляете свою настойчивость в воспитании, да, или в отношениях с близким человеком, как с ребенком, так и со взрослым. Понимаете, что вы, когда обращаетесь к кому-то другому, как говорила одна моя знакомая, вы обращаетесь к душе человека. То есть вы своей душой обращаетесь к душе этого человека. Или к душе, если мы говорим там даже про животных, да, вы все равно, вы общаетесь с душой. Но как вы можете быть агрессивны, как вы можете требовать что-то, да, как вы можете быть настойчивы именно в негативном формате, да, когда вы обращаетесь к душе. То есть это такое сакральное, чистое, светлое, очень божественное проявление, божественная частичка, поэтому будьте осознанны то, что вы пытаетесь донести и как вы общаетесь. Старайтесь быть милосердны и быть осознанны. Если мы говорим про воспитание ребенка, то, конечно же, помогайте ребенку взрастить его таланты, помогайте, дайте ему образование, насколько это для вас возможно, по максимуму. Помогите раскрыть таланты ребенка. Понимаете, что талантов у каждого человека не один, их множество. А, Как говорится, кормите, дайте кров, да, накормите, помогите стать на ноги через раскрытие талантов, через получение образования и отпустите. Не заставляйте выполнять ваши обязанности, не перекладывайте свою ответственность на вашего ребенка. То есть будьте осознанны в своих поступках, в своих действиях. Ну, давайте пойдем дальше. Любовь. Пусть вами руководит любовь в феврале. Старайтесь больше проявлять любви и сердечности. Март. Март для вас период социальный, выход в свет, когда вы на виду, когда вы общаетесь с большим количеством людей, либо какие-то мероприятия посещаете, либо открываете, ведете свои блоги, аккаунты, да, либо же у вас какая-то очень активная социальная жизнь в марте. Учитывайте, что в марте у нас первое затмение 25 марта, лунное, и эмоциональный фон достаточно будет повышен. Поэтому смотрите, как вы проявляете себя вот, в обществе. Но также март очень благоприятен для изменений, если вы хотите а, их проявить в своей жизни. Итак, для вас рекомендация от высших учителей на март месяц — это откройте свое сердце любви. Продолжение первого февральской темы. Откройте свое сердце любви, то есть проявите принятие, проявите доверие, проявите милосердие, проявите сострадание. Это все качество и проявление. Проявите доброту. Это все качество и проявление как раз любви. Что такое любовь? И рекомендация для вас от архангелов на март месяц — это приоритеты. А, Сосредоточьтесь на своих главных приоритетах. Я помогу вам оставаться организованными и мотивированными. А, Приоритеты, если у вас есть какие-то планы, связанные с общественностью, с какими-то мероприятиями, тогда учитывайте это и проявляйте их в первую очередь. Но миролюбиво, с любовью, не, скажем так, обижая и э, скажем так, не проявляя гипернастойчивость по отношению к близким людям, с добротой. Действуйте исходя из сердечной чакры. А, У нас следующий месяц, у вас апрель. Апреле у вас достаточно домашнее настроение, спокойная, оседлая жизнь, ничего особенного, больше такие какие-то бытовые дела. Ну, как раз после общественной активности в марте, возможно, в апреле захочется уже просто отдохнуть дома, да, и заняться какими-то бытовыми вопросами. В апреле у нас второе затмение, оно будет как раз
8 апреля. Это солнечное затмение, и это период также для начала каких-то новых событий, закладки начала новых событий. Возможно, это покупка дома, возможно, у вас появится новый друг, надежный человек, надежный партнер в апреле месяце. Для вас рекомендация от высших учителей на апрель. Очищение. Занимайтесь домашними, и очищающими, всевозможными такими, делами, да, процессами. То есть очистите свой разум, свои мысли, очистите свои взаимоотношения, очистите свой дом, очистите свою энергетику. И для этого вы можете записаться ко мне на сеансы чисток, да, либо же самостоятельно через всевозможные энергетические очистительные практики. Как минимум на этот период благоприятно приходится как раз пост религиозный, да, христианский, можно к нему приобщиться. Не только христианский, мусульманский в этот период, и вообще, в принципе, по многим религиям это период для энергетических постов. Рекомендация для вас от архангелов на этот период – ангельская терапия. Предоставьте свои заботы и тревоги нам, ангелам, и позвольте нести ваше бремя. Ангельская терапия – это обращение к ангелам, к архангелам. Мы как раз с вами делаем основной акцент в раскладе наших вот этих прогнозов. Это как раз на поддержку ангелов и ангельское и архангелов руководство. Поэтому обращайтесь к своему ангелу-хранителю, просите о помощи и просто понимайте, что ангелы всегда рядом с вами. Пойдем дальше. У нас получается э, май. В мае у вас поездки. Май поездки активные, возможно, связанные с праздником, возможно, связанные с командировкой, но и поездки, перемещения, какие-то перемены, возможно, даже перемены, какие-то изменения в семейных отношениях также могут присутствовать. Появление новых членов семьи, либо же поездки к родственникам, либо, в принципе, перемещения, поездки однозначно в мае у вас наблюдаются. Вот. И рекомендация для вас от высших учителей – это, опять же таки, очищение. Продолжаем тему очищения. Началась она у вас в апреле и продолжается дальше. Очищение на всех уровнях, то есть, возможно, больше уделить внимание своему организму, да, пить больше чистой воды, следить вообще, в принципе, за питанием, да, какое вы употребляете. Возможно, продолжить энергетические практики, либо записаться. Вы можете записаться к другим мастерам, либо ко мне на сеансы чисток, на посвящение, если у вас есть такие задачи, предназначения, да, и способности, тогда это все можно разбирать. И здесь как раз будет идти очень глубокое, если по моим практикам, то это очень глубокое очищение с карма-коррекцией, то есть на уровне всех энергетических тел, подчеркну, всех. И, соответственно, это, совершенно другое состояние, другие возможности. Рекомендация для вас от архангелов на период мая – это мир. Мир наступает тогда, когда вы понимаете, что реально только любовь. То есть все какие-то борьба, сражения, переживания, они все иллюзорны, и реально в этом мире только любовь. А любовь – это принятие, а любовь – это сострадание, а любовь – это милосердие, любовь – это божественное проявление, да, и оно первоначально, первично во всех направлениях. Давайте идем дальше. Следующий месяц – июнь. В июне у вас признание, у вас удача, в июне у вас слава, у вас какие-то возможности открываются, особенно и карьерные, и в обществе, и вашего статуса. То есть в июне очень благоприятный период. В июне можно ставить для себя исполнение каких-то ваших целей, достижения, да, как окончательный период, потому что признание и, в принципе, настрой такой у вас будет очень-очень хорошо идти.
Рекомендация для вас на июнь возможно, это связано с теми же поездками, командировками, которые были у вас намедни, да, то есть в мае начались, и они увенчаются успехом у вас уже также в июне. Рекомендация для вас от высших учителей. Да, соглашайтесь на все предложения, на все мероприятия, на карьерные какие-то предложения. Особенно соглашайтесь, давайте свой утвердительный ответ. У вас есть поддержка, также поддержка от Ганеши, то есть у вас есть помощь и защита, поддержка в преодолении каких-то задач либо препятствий. Рекомендация для вас от архангелов на июнь месяц. Ясное чувствование. Обращайте внимание на повторяющиеся физические и эмоциональные ощущения. Это знаки божественного руководства. Обращайте внимание на свои ощущения, на свои чувства. Это также судьбоносный достаточно месяц, потому что в этот месяц могут проявиться исполнения ваших мечт. И если переходить далее к июлю, мы говорим о том, что здесь есть возможность встречи. Встреча с а, человеком, который вам предлагает какие-то взаимоотношения, а, более любовного, возможно, характера, да, возможно, руку и сердце. Возможно, это период, когда у вас будет желание куда-то также отправиться, в какое-то путешествие. Возможно, это новость, которая придет к вам, важная от ключевого какого-то вашего партнера. В июле рекомендация для вас от высших учителей — это да, соглашайтесь, принимайте это приглашение, это предложение, также принимайте. Все будет складываться очень удачно. Человек к вам может приехать, гость может какой-то очень значимый для вас приехать. И рекомендация для вас от архангелов — это воспитание. Воспитывая ребенка, вы одновременно воспитываете и своего внутреннего ребенка. Сейчас для вас очень важно и то, и другое. Интересно, что это выпадало в начале года, да, еще в период февраля, и это дублируется у вас в июле. То есть, возможно, вам следует пересмотреть то, как вы общаетесь с другими людьми. Возможно, пересмотреть взаимоотношения либо с вашими детьми, либо с вашими партнерами. Возможно, вы пытаетесь поучать человека, либо заставлять его научиться чему-то, что ему, ну, возможно, неприемлемо, либо чужеродно как-то, да. То есть будьте тактичны, толерантны и понимайте, как и с кем вы общаетесь, что вы пытаетесь донести. И понимайте, что в первую очередь, когда вы пытаетесь чего-то кому-то научить, вы также должны научиться этому сами. А, Соответственно, вы тогда можете это предлагать другим людям. Пойдем дальше. Август. Август необходимо проявить силу, необходимо проявить лидерство. В августе, возможно, будет какое-то препятствие. Оно может быть связано также с человеком, который проявился на медне в июле. И те задачи, те планы, те цели, которые вы, возможно, наметили друг с другом, в августе могут претерпевать какие-то затруднительные ситуации. Поэтому в августе, пожалуйста, проявите лидерские качества и сумейте преодолеть препятствия, если они будут перед вами. А, Высшие учителя для августа дают вам рекомендацию очищение, возможно, очищение взаимоотношений, возможно, очищение, расчищение пути, дороги и преодоление вот этого препятствия. Рекомендация от архангелов для вас —
на август месяц — это вы в безопасности. Архангел Михаил, я защищаю вас от негативной энергии и сохраняю вас и ваших любимых и ваш дом. Если будет проявлена какая-то негативная сила, негативная энергия по отношению к вам в августе, не переживайте. Во-первых, вы под защитой, вы в безопасности. Во-вторых, максимально очищайте все, что проявляется, вычищайте все, что проявляется негативное. И давайте продолжим дальше. Сентябрь для вас появляется ключевой партнер с предложением к вам. Будь то женщина, мужчина, это предложение, которое будет благоприятно для вас в сентябре. В сентябре у нас начинается также второй коридор затмений. Первое лунное будет 18 сентября. И здесь как раз партнер предлагает для вас. Возможно, это новое создание семьи, создание союза, возможно, партнерство, возможно, дружбу, возможно, этот человек сможет помочь в ваших вопросах, да, в ваших ситуациях. Но это благоприятная фигура и достаточно ключевая в вашей жизни. Этот человек проявится в сентябре. А, Рекомендация для вас от высших учителей на сентябрь: очистите и защитите свою энергию. Возможно, это мастер-целитель, который проявится в сентябре, и вы будете вместе сотрудничать. А, И рекомендация от архангелов для вас на сентябрь месяц. Опять же таки поддержка от архангела Михаила. Вы в безопасности. Я защищаю вас от негативной энергии, охраняю вас и ваших любимых, и ваш дом. Не переживайте, занимайтесь процессом очищения. Я бы советовала, конечно, записаться на чистки в такой ситуации, начиная еще с августа месяца, для того, чтобы корректировать и поддерживать себя и в хорошем энергетическом состоянии, и ресурсном, соответственно, а также в чистом сознании и ясности ума, чтобы принимать корректные решения. И давайте пойдем дальше. Следующий месяц для вас — это октябрь. В октябре я советую обратить внимание на ваше здоровье. Возможно, ситуация, которая проявится в августе, возможно, будет сложно и потянет какой-то психоэмоциональный фон, и, соответственно, нервная система может нуждаться в поддержке постепенно, созревая к октябрю. Я бы советовала укреплять свое здоровье, укреплять свою семью, либо же предложение, которое появится в октябре, простите, в сентябре, оно может увенчаться созданием семьи, созданием брака, созданием союза. И рекомендации для вас от высших учителей на, получается, октябрь месяц — это работайте над своими магическими способностями. Возможно, у вас раскроются способности духовного, эзотерического, мистического, да, магического плана. То есть это и психология, и психотерапия. Возможно, у вас будут в этот период также проработки родовых программ. Если вы будете работать со мной, тогда у вас будет работа также по карма-коррекции, по проработкам, возможно, родовых сценариев. И очень благоприятный период, как раз можно это все, да, проявить и раскрыть как раз таланты через сеансы чисток, через посвящение. Очень интересно, здесь также выпала Меркаба, да, на рисунке. Вы выбрали додекаэдр, то есть это две такие сакральные фигуры геометрические, которые, конечно, несут очень мистический смысл бытия. И рекомендация для вас от архангелов на октябрь: учитесь и учите. Откройте свой разум и внимайте новым идеям. И потом учите других тому, что постигли сами. То есть передавайте, учитесь, будьте готовы стать учеником. Ну, это как раз, да, для периода посвящений, практик, очищения, когда человек выходит на уровень ученика. Неважно, какой возраст, потому что мы всю жизнь живем и всю жизнь учимся чему-то. Главное быть открытыми и понимать, что если сосуд наполнен, то туда ничего новое не зайдет. Соответственно, а, быть в позиции ученика, принимать новую энергию, проявлять свои способности, раскрывать свои таланты — это задача у вас по
октябрю. Октябрь у нас как раз второе затмение солнечное, которое открывает новый как раз период новых начинаний. Поэтому перемен, связанными с новыми какими-то проектами, с новыми началами. Пойдем дальше. Теперь ноябрь. Мы постепенно с вами подходим к концу года. Ноябрь у вас проявление какой-то судьбоносной ситуации, но она не раскрывается вам сейчас. То есть сокрытая тайна, сокрытая книга, то есть что-то, что проявится в ноябре, пока скрыто от вашего сознания, чтобы вы, возможно, не форсировали намеренно как-то, да, или, с каким-то эффектом манипуляций, для форсирования этого периода, этих событий. Рекомендация от высших учителей, согласно ноября 2024 года для вас, ам, действуйте немедленно. Что бы ни происходило, будьте активны. Будьте активны, занимайте лидирующую позицию, сразу же действуйте. Ничего не ждите, ничего не откладывайте, что бы ни происходило в ноябре 2024 года. И рекомендация от архангелов для вас на ноябрь месяц. Очистите свое пространство, освободитесь от суеты, очистите энергию вокруг себя и практикуйте фэн-шуй. Возможно, книга связана также с освоением новых знаний, с освоением новых сакральных знаний. Да? Фэн-шуй — это как раз сакральные знания о поддержании своего пространства наиболее успешным, гармоничным образом и создание из своего пространства так называемого места силы. То есть ваше пространство, ваш дом становится не просто местом для отдыха, да, и ночлега, а также становится вашим местом силы, то есть дает вам поддержку. И об этом как раз говорит знание фэн-шуй. А, Если у вас есть желание, вы можете как раз уже записываться на консультации, которые я провожу, и согласно в том числе в показаниям фэн-шуй, и осваивать постепенно эту информацию. По вашему прогнозу, в общем, я вижу, конечно, задачи для обучения, освоения новых знаний. Первая половина года, она больше связана с контактами, с какими-то поездками, с передвижением, с любовными взаимоотношениями. Ну вот, а вторая половина года говорит о том, что необходимо проявить, во-первых, лидерство, быть активной, да, и очищать, 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 очищать себя, свои знания, свои навыки, свои взаимоотношения, не бояться принимать решения, очищать себя на уровне кармы, на уровне родовых связей, то есть вообще очень глубоко осваивать новые знания, становиться учеником. А, и декабрь месяц, прогноз для вас такой, что в декабре у вас будет либо подписание каких-то документов, либо какие-то известия, какие-то новости придут к вам. Достаточно должны быть благоприятны, но посмотрим сейчас по рекомендациям от высших учителей. Итак, рекомендация. Слушайте, слушайте, слушайте новости, смотрите на то, что приходит к вам в декабре. Слушайте новости, слушайте учителя, да, если вы начнете обучение, внимайте информации, как бы она, возможно, не была для вас там, неприятной, да, бывает и такое тоже. Не всегда приятно, ну, точнее, вообще неприятно человеку узнать о себе что-то негативное, да, но когда ты это слышишь от специалиста, от профессионала, возможно, есть смысл разобраться с этим и с самим собой, да, со своими негативными установками и откорректировать себя. И если мы смотрим по рекомендации от архангелов для вас на 2024 год, декабрь, психолог, вы прирожденный психолог, и многие люди получают пользу и от советов, и моральной поддержки. То есть, либо же пообщайтесь с психологом в декабре, да, либо на консультацию можете записаться ко мне также, можете с другим мастером поработать, можете сами также проанализировать, если вы владеете знаниями, а, проанализировать свою ситуацию, подвести итоги, да,
и слушать себя, свое сердце, слушать также те новости, которые приходят, обращать на них внимание, которые приходят к вам в декабре. Такой прогноз для вас на 2024 год по месяцам. И мы возьмем для вас еще также карту от рекомендаций по психоэмоциональному состоянию, фону, на что следует обратить в течение всего этого года, в 2024 году. И для вас какие иллюзии я принимаю на веру? Какие иллюзии я принимаю на веру? То есть не истину я принимаю на веру, а какие иллюзии я принимаю на веру. Э, Получайте знания, развивайте себя, будьте внимательны с тем, кому вы доверяете, да, и чему вы внимаете, какой информации, кто эти люди. Возможно, кто-то пытается проявить агрессию или силу, да, или создать для вас препятствие или что-то. Будьте внимательны, но не позволяйте сбить вас с пути. Обретите эту силу и станьте сильнее сами. Такая рекомендация для вас, такой прогноз для вас на 2024 год. Я благодарю вас за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайки, если для вас это было благоприятно и понятно, и созвучно. А также оставьте ваши комментарии наиболее толерантным и тактичным образом во благо. Пусть этот прогноз помогает вам двигаться в новом году. Я благодарю вас за просмотр и выпуск для следующей тройки группы я сделаю в следующем выпуске. Всего доброго, берегите себя.